Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install, меня зовут Виталий. Сегодня мы установим Parktronic, это система помощи при парковке, которая оповестит вас о препятствиях, когда вы паркуетесь на задней передаче. Установка не так сложна, как кажется, сейчас я вам это покажу, и вы сможете самостоятельно установить себе Parktronic. На AliExpress нужно приобрести вот такой комплект. В комплект входит 4 сонара, которые устанавливаются, которые устанавливаются на бампер. Если вы приобрели на 8 сонаров, то тогда и передний, и задний бампер. Разные модификации бывают. Это модификация на 4 датчика и вот его монитор. Так, в данном случае для установки имеется все необходимое. Это двухсторонний скотч. Наклеим его сразу на мониторчик. Так. Двухсторонний скотч для крепления блока основного. Так, тоже его приклеим сейчас. Так. И есть коронка для просверливания отверстий, которая подобрана правильно под посадочное место сонара. Так, первое, что нужно сделать, это, по крайней мере, я так делаю, это подключаем монитор. Монитор. Выбирается место для установки монитора. Я считаю, что самое удобное место это зеркало, потому что когда паркуемся, мы все равно ориентируемся по зеркалам. И вот так, я не знаю, видно или нет. Я считаю, что вот это место самое правильное. Либо с этой стороны. Ну вот, я думаю, ближе к водителю. То есть, приклеив на зеркало, те люди, кто паркуется по зеркалам, и поэтому, когда монитор будет находиться перед глазами, это будет удобно. Провод прячем под потолочину и ведем его в багажный отсек. Провод примерно протаскивается так же, как и камера заднего вида, и камера парктроника в тех же самых местах. То есть самое удобное это под резинку уплотнительно. Можно протянуть голыми руками. Дотащив сюда, нужно его протянуть в багажное отделение через имеющиеся технологические отверстия. Так, отверстие здесь, вот здесь заглушка есть, ее, правда, уже убрали до меня. Соответственно, если мы сейчас пропустим туда провод, он появится где-то в том районе, его можно легко будет вытащить. Вот так. Теперь смотрим здесь. Вот он. И вытягиваем его сюда. Готово. Далее нам нужно разметить бампер. На бампере есть отверстия под штатные парктроники. Они в усилителе бампера пенопластовом уже существуют во многих, но не во всех. Для того, чтобы правильно разметить, по крайней мере на Hyundai, видим здесь замок. Он посередине бампера. И шов на резинке вам подскажет об этом. Прикладываем сюда, то есть вот от этой точки нам нужно отметить в разные стороны 40 сантиметров. Значит, прикладываем сюда 20 абсолютно точным, желательно точнее, но абсолютная точность здесь не требуется. Итак, откладываем 40 сантиметров в эту сторону и 40 сантиметров в эту сторону. Так, и по 40 сантиметров в каждую сторону от этих датчиков. Так. Так. И вот так.
Теперь отмеряем от нижнего края 55, от пола 55 сантиметров. 55-57. Ну, в данном случае я вот отмеряю 55. Так, 55. Получается у нас вот здесь точка. Так, лишние точки сотрутся. Этот маркер водой смывается. Так. Откладываем здесь 55. Так. Здесь 55. Так. Что-то я промазал, по-моему. Так, 55. Вот. Здесь и здесь 55. Оп. Так, лишние точки стираем. Не понадобились. И теперь самое ответственное. Нужно просверлить эти 4 отверстия. Устанавливаем коронку, шуруповерт или дрель. Сразу видим, что бампер был стуканный. Прорезаем слой шпатлевки и входим. Так, ну, немного не угадали с посадочным местом. Так. И вот у нас получается вот такая разметочка. Так, теперь, так как у нас не получились отверстия сразу, берем какую-нибудь отвертку, желательно подлиннее, и начинаем прорезать усилитель бампера. Отверстия в нем режутся достаточно легко. Ну, получилось вот так. Продолжаем. Иногда эти отверстия уже есть в усилителе, но вот в данном случае нет. Ну, это не страшно. Мы их сейчас быстренько проделаем. Теперь берем наши датчики, сонарики. И вставляем в эти отверстия. Есть маленькая особенность. На каждом датчике написано вверх и поставлена стрелочка, где он. То есть как бы вот провод должен быть на нижней стороне. Просовываем провод. Он должен у нас выпасть под бампером внизу. Правда, он не обязательно это сделает, но должен, по идее. Если нет, придется его с той стороны немножко поковырять. Вот я его достал и подтянул. И крепим его верхний край обязательно вверх. Так, когда засунули, он у нас закрывает полностью отверстие. Становится заводской красиво. Так, берем следующий. Повторяем манипуляцию. Так, тоже не хочет. Надо с той стороны поддергивать. Ну, я думаю, отсюда подтолкаю.
Все-таки потом вытащим. Так, и тоже направляем его верхом в правильную сторону. Второй готов. Берем следующий и так со всеми. Ну, вот такой вид получается после установки. Так, освобождаем доступ за обшивку крыла заднего. Так, размещать будем здесь, где-то там. Подключать тоже будем сюда. Для того, чтобы нам протащить провода, нужно открыть вот эту фару. Снимается она откручиванием 4 гаек на 8. Так, снимаем плафон. Немножко нужно раскачать, когда долго стоит, на резинках прилипает. Ну, снимается. Где-то так. Так, и вот здесь есть технологическое отверстие. Вот оно. Сейчас вам покажу, его, наверное, видно. Так, сейчас главное не уронить резинку. А то иначе отверстие большое, закрывать будет нечем. Вот такая резинка, вон оно отверстие. И туда нужно протащить все наши провода, которые от датчиков. Ну, я воспользуюсь своей любимой протяжечкой, удлинителем. Так, нащупаем его здесь. Вот он. Так, и вытягиваем провода наверх. Вот они. Yes. Так, теперь все провода по очереди просовываем. Немножко опускаем, так чтобы было в натяг, чтобы они обратно у нас не отходили. И протаскиваем их в салон. Все. Так, теперь все подтягиваем, чтобы не было петель, и закрываем отверстие. Так, резиночка тугая, немножко тяжеловато это все сделать, но надо. Все, теперь у нас получается все датчики вышли сюда. Как вы догадываетесь, самый длинный это тот, что ближе всех. Следующий, следующий, следующий. По схеме у нас идет обозначение их А, Б, С, Д. Вот они, А, Б, С, Д. То есть слева направо по алфавиту, в латинице. Здесь они тоже обозначены А, Б, С, Д. Значит, А у нас самый длинный. Подключаем. Следующий будет Б. Соответственно. Далее идет С. И самый коротенький Д. Так, подключено. Теперь, чтобы у нас это все не болталось, выравниваем здесь и здесь. А вот то, что лишнее, укладываем в несколько слоев. Так и вот так. И контрим либо хомутами пластиковыми, либо изолентой, кому как удобней. Я буду хомутами. И обрежем лишнее. Все, болтаться уже ничего не будет. Теперь смотрим, что у нас осталось подключить. Нам нужно подключить монитор, правильно?
Мы же будем наблюдать за тем, что происходит. Так, чтобы нам подключить монитор, нужно протащить его вот за обшивочкой. Для этого нужно ее немножко снять, оттопырить. Ну и можно сразу же поставить на место. Так, вот у нас пришел тоже сюда этот провод. Цепляем его. Вот дисплей подписано. И остается у нас один провод Power. Power подключаем сюда. Теперь, как он у нас будет подключаться? У нас здесь плюс и минус. Если мы подключим на постоянно, он будет всегда включен. Если мы включим через зажигание, он будет всегда включен при включенном зажигании. Нам нужно подключить его, чтобы он включался при заднем ходе. Значит, мы фиксируем модуль где-то под крылом, ну, на крыло заднее, изнутри. А провод выводим до заднего хода. То есть сейчас мы обнаружим, где у нас провод заднего хода, и к нему подключим. Как всегда, нужно взять контрольку, посадить ее на массу и подключить. Я точно знаю, что у нас синий провод. Вот он. Синий провод проходит, плюс есть. Сейчас попробуем отключить питание, задний ход. Как видите, питание пропало. Контролька пищит. Значит, это точно он. Так, вот у нас все черные провода, вот они цепляются на массу. И они придут сюда. Можно проверить. Так. Черный. Черный, черный. Вот эти все на массу приходят. Так. Берем один из толстеньких. Так, зачищаем. Подключаем массу. Так, и вот сюда подключим плюс. Так, здесь провода также выравниваем, чтобы они не провисали, не болтались. Так, с этой стороны. С этой стороны. Вот так. И вот так. Вот, а остальное складываем к тем же, которые были проводам. И также фиксируем. Так. Где? Вот. Пластиковым хомутом. Вот такое подключение. Можно немножечко еще собрать их в кучку. Так, теперь отрезаем лишнее. И сажаем на двухсторонний скотч где-нибудь под крыло, ну там подальше, чтобы оно было за обшивкой и не тарахтело. Так, соединяем разъем обратно. Устанавливаем фонарь. И собираем в обратном порядке. Так, и вот наш разъем. Соединяем на место. Так, ну, прежде чем собирать, все в принципе готово. Давайте проверим, как у нас это все работает. Итак, при включении заднего хода включается парктроник, зеркало заднего вида. Камера сработала, и вот у нас показывает препятствие с обоих сторон. С этой стороны стоит штатив, он его видит. Ну вот, при приближении будет более быстрый сигнал подавать, и в конце, когда будет совсем соприкасание, то он запищит непрерывно. На этом все.
Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на видео, поделитесь со своими друзьями. Увидимся в следующем ролике. Всем удачи!